Уважаемые коллеги, добрый вечер. Сегодняшнее заседание Совета по спорту посвящено негосударственным спортивным организациям. Физкультурно-спортивные общества и федерации по видам спорта, спортклубы, лиги, фитнес-центры – все они играют значимую роль в системе физического воспитания детей и молодежи. Формирование в обществе культуры активного, здорового образа жизни, в развитии российской экономики, социальной сферы, современной инфраструктуры для жизни. Деятельность таких организаций охватывает миллионы людей и, безусловно, заслуживает особого внимания со стороны государства, дополнительной поддержки, гибкого и эффективного контроля, который задавал бы высокую планку качества работы и при этом не создавал бы бюрократических барьеров. Оказанием физкультурно-оздоровительных услуг, проведением соревнований разного уровня, спортивной подготовки сегодня в России занимаются свыше 92,5 тысяч негосударственных организаций. При этом вовлечены в общенациональные, региональные и местные программы развития спорта далеко не все из них. На прошлом заседании Совета по спорту мы говорили о том, что правительству необходимо подготовить предложение о том, какую помощь таким организациям могут и должны оказывать органы власти всех уровней. Работа по данному направлению показала необходимость совершенствования системы управления в сфере спорта. Ресурсы государства и общества должны работать на результат, на достижение национальных целей развития. Для этого требуется выстроить четкое взаимодействие государственных и общественных организаций, компаний, индивидуальных предпринимателей, которые осуществляют деятельность в сфере физкультуры и спорта. Обеспечить прозрачность этой деятельности и соответствующий учет. Вот что необходимо. Главным образом на основе современных информационных систем и цифровых решений, которые сегодня внедряются во все сферы жизни, во всех отраслях. Спортивные базы данных призваны давать доступную для граждан информацию, где и с каким тренером лучше заниматься, какие спортивные события запланированы. Эти базы важны и для спорта высших достижений, профессиональных атлетов, и для органов власти, как помощь в выборе организаций для участия в общероссийских и местных программах, для оказания им финансовой, административной поддержки. Внесение в единую федеральную базу данных всех организаций спорта позволит также принимать взвешенные, объективные решения по строительству, модернизации спортивной инфраструктуры. Сегодня в новом дворце фехтования прошла презентация объектов, которые были построены в рамках проекта «Спорт. Нормы жизни» и введены в эксплуатацию в текущем году. Здесь, в Башкирии, в Нижегородской области, Пермском крае, еще 2 объекта в Туле и Южно-Сахалинске возведены по программе «Газпром-Дети». Мы не раз говорили о том, что в сфере спорта надо активнее задействовать инструменты государственно-частного партнерства, стимулировать инвесторов, предлагая им льготы, субсидии, выгодные концессионные соглашения. И прошу правительства уделять этой задаче особое внимание, учитывать при формировании и реализации планов развития спортивной инфраструктуры. В полной мере это относится и к развитию индустрии спорта. Данную тему обсуждали на прошлом заседании Совета. Создавая востребованный спортивный инвентарь, оборудование, надо и расширять рынки сбыта, использовать инструменты государственной и муниципальной поддержки и заказа, поощрять в этом направлении деятельность негосударственных организаций. Процесс строительства и модернизации спортивных сооружений, разработка и выпуск отечественного оборудования и экипировки должны успевать за ростом числа тех, кто занимается спортом систематически. Сейчас таких людей у нас порядка 76 миллионов человек. Это около 57% граждан. И здесь нам, что называется, есть куда расти. Здесь люди, которые практически всю жизнь, значительную часть своей жизни посвятили развитию спорта. И вы хорошо знаете, что у наших соседей
вот людей, которые занимаются постоянно физической культурой и спортом, больше, чем в Российской Федерации. Не 57%, а за 70%. И нужно к этому стремиться и нам. Повторю, наш приоритет – обеспечение доступности, знаете, спортом для людей всех возрастов и уровней физической подготовки. В этой связи актуализации требует и деятельность Федерации по видам спорта. Напомню, что она не ограничивается вопросами профессионального спорта и спорта высших достижений. Поэтому объемы поддержки Федерации из всех источников необходимо увязать в том числе и с их вкладом в развитие массового спорта, любительского, корпоративного, детско-юношеского. В коррективах нуждается и деятельность Олимпийского комитета России. Несмотря на все известные проблемы, важно наращивать усилия по линии международного сотрудничества, работать со всеми заинтересованными партнерами, вести творческую, содержательную, просветительскую работу по продвижению универсальных ценностей спорта, прежде всего среди молодежи. Особые задачи стоят и перед Паралимпийским комитетом, который должен участвовать в развитии любительской, массовой составляющей сферы адаптационного спорта. И обращаю внимание всех коллег, делать это с учетом проектов, направленных на реабилитацию ветеранов специальной военной операции. Это один из наших безусловных приоритетов. Наш общий нравственный долг – поддержать наших героев. Что еще отмечу? Вынужденная пауза в широком участии российских атлетов в международных соревнованиях не повод снижать качество подготовки новых поколений спортсменов. Ослаблять контроль в части правил проведения соревнований, медицинского и медико-биологического сопровождения спорта. Подчеркну, мы были и остаемся сторонниками принципов честного и чистого спорта. Здоровье атлетов, тех, кто фактически живет в условиях интенсивных тренировок, колоссальных нагрузок, должно быть защищено. Необходимо активно внедрять передовые научные разработки, направлять на это достаточные ресурсы, открыть Национальный центр спорта, который будет работать вместе с Российской академией наук и Федеральным медико-биологическим агентством. Отдельным научным направлением деятельности центра станет детско-юношеский спорт. Поручение разобраться с проблемами, которые накоплены в этой сфере, были уже даны. Я прошу сегодня рассказать, что делается по этому направлению. Прежде всего, для пресечения коммерциализации детского спорта. О проблемах здесь говорят и российские семьи, и эксперты, и независимые опросы. Даже в формально бесплатных секциях и центрах подготовки родители вынуждены тратить солидные суммы на экипировку детей и аренду площадок, оплачивать спортивные сборы и взносы за участие в соревнованиях, в том числе тех, где ребята получают спортивные разряды и звания. Вы знаете, конечно, в современных условиях, в условиях, в которых мы живем, конечно, гражданин и семьи тоже в определенных случаях должны и могут соучаствовать в этом софинансировании. Но меру надо знать во всем. У нас подчас мера никто краев не чует и не чувствует. Вот в чем все дело. Вот люди, с которыми я общаюсь сейчас, вот спортсмены наши, хоккеисты выдающиеся, мне с горечью говорят, ну, на подкатку не пришел мальчишка, денег за подкатку, так называемую, не заплатил, все, на площадку не выпускают. Я говорю, ну, а как же, значит, все заинтересованы в том, чтобы результаты были? Да, заинтересованы. Но в получении денег за подкатку больше заинтересованы. И не выпускают на площадку. Вот и дело с концом. Вы понимаете, вот я, когда смотрю на... Это только один пример. А так в очень многих федерациях происходит. Вот я вам честно скажу, если бы в свое время, когда я активно спортом занимался, вот так бы за все приходилось платить, я никогда бы не выполнил норматив мастера спорта Советского Союза по самбо и никогда не выполнил норматив мастера спорта СССР по дзюдо. Это не такое уж выдающееся достижение, как у многих здесь находящихся в этом зале, мастер спорта Советского Союза. Ну, кое-что. Но я бы не выполнил норматив такой, если бы за все надо было платить, как сегодня. В некоторых случаях. В моей семье не было лишней копеечки, чтобы за все платить.
Нам с этим разобраться как следует. В отношении детей из малообеспеченных и многодетных семей никаких так называемых взносов быть не должно. Не может быть. Особенно, знаете, когда речь идет о выполнении нормативов разрядов. Я понимаю, я вот говорил, значит, с чиновниками из Минспорта, но у нас денег на все не хватает. Приоритеты надо определять правильно. Вот есть обязательные вещи, где ребята разряды спортивные выполняют, и там должно быть все бесплатно. Ну а как иначе-то? Приоритеты надо выстраивать. А государству хватит денег на то, чтобы обеспечить самое главное. Вот и все. Нужно уходить от избыточного финансирования со стороны граждан, неоправданного. Мы обязаны поддержать тех, кто уже выбрал спорт. И, конечно, важны и правильное воспитание, и грамотная ответственная работа тренеров и наставников, чтобы регулярные спортивные нагрузки, ответственное отношение к своему здоровью стали для подрастающих поколений действительно нормой жизни. Здоровье детей – это будущее страны. Здесь еще одно предложение. Госпрограмма физкультуры и спорта, которая сейчас разрабатывается, должна содержать не только набор мероприятий, их финансовое обеспечение и количественные показатели. Самое главное – качество. И оно измеряется именно здоровьем людей, уровнем их физического развития. Чем больше вовлеченных в спорт, тем меньше страдающих, например, сердечно-сосудистыми заболеваниями или избыточным весом, диабетом, прежде всего среди детей и молодежи. Прошу правительства предусмотреть соответствующие целевые показатели не только в новой госпрограмме, но и во всех стратегических документах. Тем более, что ряд инструментов для определения качества здоровья граждан у нас уже есть. В их числе физкультурно-спортивный комплекс ГТО и плановая диспансеризация. Напомню, что тем, кто успешно сдает тесты ГТО и регулярно проверяет свое здоровье, положен налоговый вычет. Еще раз хочу подчеркнуть, что сфера физкультуры и спорта имеет прямое отношение к решению таких важнейших задач, как сбережение населения, реализация потенциала каждого человека, повышение уровня благополучия российских семей. Поэтому любая деятельность в этой сфере должна носить общенациональный, межведомственный характер, быть согласованной, четкой, результативной, выстроенной вокруг единых целей и общих показателей эффективности. Координация такой совместной работы органов власти, негосударственных организаций и частного бизнеса возлагается на Минспорт. Это необходимое в современных условиях мира. И очень большая ответственность. Рассчитываю на качественную и активную работу коллег. Прошу правительства внести необходимые изменения в законодательство в части расширения полномочий Минспорта, проработать и актуализировать требования к деятельности всех спортивных и физкультурных организаций с учетом их специфики и вне зависимости от категорий, принадлежности и форм собственности. Более детально обсудим эти вопросы в ходе сегодняшнего заседания. Пожалуйста, слово руководителю рабочей группы Совета по спорту, губернатору Челябинской области Алексею Леонидовичу Текслеру. Прошу вас. Уважаемый Владимир Владимирович, вы сейчас отметили важную роль в развитии физической культуры и спорта, негосударственных организаций, на которые ложится серьезный объем работы в этом направлении, соответственно, большая ответственность. И неудивительно, что тема сегодняшнего заседания вызвала живую заинтересованность со стороны широкой спортивной общественности, не оставила равнодушных представителей органов всех уровней власти. От имени рабочей группы благодарю каждого из коллег, принявших участие в работе над докладом и представивших предложения по совершенствованию модели взаимодействия физкультурно-спортивных организаций между собой, с органами публичной власти и международными организациями.
При подготовке заседания особое внимание уделяли реализации ваших, Владимир Владимирович, поручений, направленных на повышение вклада физической культуры и спорта в достижение национальных целей, развития Российской Федерации и выполнение поставленных вами стратегических задач. Ведь физкультура и спорт оказывают положительное влияние на продолжительность здоровой и активной жизни, на воспитание в подрастающих поколениях чувства патриотизма, социальной ответственности, на улучшение качества жизни граждан, на экономический рост и многие другие факторы. Рабочая группа считает целесообразным обеспечить более активное вовлечение негосударственных организаций в данную работу, в том числе в ходе практической реализации важнейших стратегических документов в области физической культуры и спорта. Также в рамках исполнения ваших поручений по разработке комплексной госпрограммы развития физической культуры и спорта считаем необходимым внести изменения в стратегию развития спортивной индустрии в части укрепления технологического суверенитета России в сфере производства спортивной продукции, в концепцию развития детско-юношеского спорта в части повышения доступности спортивных занятий для детей, в том числе из малообеспеченных семей, семей участников СВО, вы только что об этом говорили. В целях комплексного подхода к данному вопросу предлагаем внести в стратегию развития физической культуры и спорта изменения, направленные на реализацию указа о национальных целях развития и ее синхронизацию с упомянутыми документами, обеспечив при этом декомпозицию показателей федеральных стратегических документов на региональном и муниципальном уровнях, а также в программах развития видов спорта. В единый государственный реестр юридических лиц внесены сведения о более 92 тысячах негосударственных организациях, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта. При этом, согласно данным статистической отчетности за 2023 год, общее количество подобных организаций, включая государственные, составляет более 190 тысяч. Одним из вопросов, требующих решения, является несовершенство механизма учета негосударственных физкультурно-спортивных организаций. Общероссийский классификатор видов экономической деятельности в части подкласса 93.1 «Деятельность в области спорта» содержит ограниченный перечень групп и подгрупп в данной области. Это усложняет задачу по осуществлению государственного статистического наблюдения и не позволяет корректно классифицировать организации в сфере физической культуры и спорта, идентифицировать виды деятельности, которыми вправе или обязаны заниматься такие организации. Рабочая группа предлагает обеспечить совершенствование АКВЭД в целях определения кодов, касающихся физкультуры и спорта, в том числе отделив их от деятельности, связанной с отдыхом и развлечением, и предусмотреть возможность определения точного процента доходов, приходящихся на конкретный код АКВЭД. Эту работу необходимо синхронизировать с задачей, которую вы, Владимир Владимирович, поставили по внесению всех спортивных организаций в единую информационную систему. Одновременно следует посредством этой системы усовершенствовать учет граждан, систематически занимающихся спортом, в том числе самостоятельно, обеспечив не только доступ таких граждан к организации этой системы, но и возможность внесения ими определенной информации, предусмотреть механизмы, стимулирующие заполнение соответствующих форм. В рамках развития информационных систем рабочая группа полагает возможным поддержать предложение Министерства внутренних дел о введении на федеральном уровне единого реестра контролеров-распорядителей и организаций, осуществляющих их подготовку. Реализация данной инициативы позволит систематизировать эту работу в целях повышения безопасности при проведении спортивных мероприятий. Как руководитель рабочей группы нашего совета и как глава региона полностью поддерживаю обозначенную вами, Владимир Владимирович, инициативу по усилению координации работы в сфере физической культуры и спорта. Полагаем, необходимо обеспечить совершенствование механизма управления развитием видов спорта на всех уровнях с сохранением ключевой роли спортивных федераций. Предлагаем конкретизировать обязанности общероссийских и региональных спортивных федераций, повысить эффективность контроля за реализацией программ развития видов спорта,
Согласно закону о Минспорте, Минспорт России утверждает такие программы на федеральном уровне, региональные спорткомитеты и министерства на уровне субъектов Российской Федерации. Представляется целесообразным наделить спортивные федерации правом по формированию ведения перечня спортивных клубов и интегрировать соревнования между ними в систему официальных соревнований на всех уровнях, что позволит значительно расширить линейку таких стартов, повысить их массовость. За 10 лет количество региональных спортивных федераций выросло на 86% и составило почти 7 тысяч. В целях повышения эффективности развития видов спорта на региональном и муниципальном уровнях предлагаем установить статус местной спортивной федерации как структурного подразделения региональной федерации, определив механизм ее взаимодействия с муниципалитетом и регионом. Унифицировать порядок отчета о деятельности региональных федераций и порядок разработки программ развития видов спорта в регионах и на местах, предусмотрев их синхронизацию с программами, принятыми на федеральном уровне. Закрепить возможность развития вида спорта в регионе в случае отсутствия соответствующей региональной федерации, что позволит обеспечить защиту интересов спортсменов, занимающихся таким видом спорта. В части совершенствования деятельности спортивных федераций меня дополнят следующие выступающие. Важнейшую роль в спортивной сфере играют различные фонды поддержки, включая благотворительные. Они не просто аккумулируют и выделяют финансирование, а реализуют инициативы, направленные на конкретные улучшения в обществе. В течение 4 лет у нас в регионе успешно работает фонд поддержки спорта Челябинской области. Его деятельность позволила снизить зависимость от бюджетных источников, оптимизировать расходы, повысить эффективность спортивной работы на региональном уровне. Считаем возможным предложить тиражировать данный опыт в масштабах страны. В докладе также представлены другие региональные наилучшие практики. В подготовке к заседанию рабочая группа уделила пристальное внимание анализу нормативно-правовой базы и подготовке предложений по ее совершенствованию. В дополнение к озвученным инициативам предлагаем обеспечить законодательное закрепление отношений, связанных с развитием видов спорта, носящих наибольший и комплексный вклад в достижение национальных целей реализации стратегических задач. Представляется целесообразным утвердить перечень таких видов спорта правительством, предусмотрев меры их поддержки на всех уровнях публичной власти, в том числе в образовательных организациях. Установление соответствующей приоритизации будет способствовать достижению максимальных результатов при рациональном использовании имеющихся ресурсов. Вы только что очень подробно об этом сказали, Владимир Владимирович. Также требует правового регулирования вопроса установления организаторами физкультурных и спортивных мероприятий соответствующих взносов. В развитии озвученной вами инициативы предлагаем наделить Министерство спорта Российской Федерации полномочиям по определению оснований для взимания таких взносов, их предельных размеров и установлению исключений по их уплате для льготных категорий граждан, в том числе семей участников специальной военной операции, а также детей из малообеспеченных семей. Уважаемый Владимир Владимирович, во вступительном слове вы отметили необходимость оказания поддержки деятельности негосударственных физкультурно-спортивных организаций в целях усиления их роли в достижении национальных целей и задач. А в этой связи предлагаем обеспечить системное тиражирование на региональном и муниципальном уровнях передового опыта комплексной поддержки таких организаций. А в качестве одного из наиболее перспективных направлений представляется расширение участия негосударственных организаций в исполнении социального заказа на оказание государственных муниципальных услуг. Правительством предложено с 2025 года распространить механизм соцзаказа на всю территорию страны, поэтому предлагаем активизировать включение физкультурно-оздоровительных услуг в соответствующие региональные перечни. На основании решений, ранее принятых Советом и сегодняшнего обсуждения о приоритизации видов спорта, целесообразно предусмотреть в таких услугах обучение детей плаванию, иным базовым жизнеобеспечивающим навыкам. В целях повышения заинтересованности негосударственных организаций предлагаем при формировании соцзаказа обеспечить развитие применения конкурсного отбора исполнителей услуг.
В рамках исполнения вашего указания Комиссия Госсовета «Экономика и финансы» совместно с комиссиями физической культуры и спорт, туризм, инвестиции, коллегами из правительства проработали предложения по налоговому стимулированию инвесторов и собственников спортивных сооружений. Действующее законодательство предусматривает возможность установления на региональном и муниципальном уровнях налоговых льгот по налогу на имущество организаций, земельному налогу, а положительный опыт установления таких льгот есть в Москве, на Сахалине, у нас в регионе, в ряде других субъектов. На региональном уровне также может быть установлен инвестиционный налоговый вычет, позволяющий уменьшать налог на прибыль организаций на расходы, формирующие первоначальную стоимость объектов основных средств. Поэтому предлагаем по итогам заседания Совета рекомендовать регионам и муниципалитетам принять меры по расширению такой практики. Уважаемый Владимир Владимирович, обозначенные предложения рабочей группы проработаны с правительством, моими коллегами в регионах. Выражаем готовность принять участие в их реализации. Просим нас поддержать и дать соответствующие поручения. Доклад окончен. Спасибо за внимание. Спасибо. Спасибо большое. Пожалуйста, Михаил Владимирович, прошу вас. Глубоко уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые члены Совета, доложу об актуальных направлениях нашего ведомства. Процесс по объединению спортивных федераций по 3 видам спорта идет. Объединение гимнастических видов спорта и водных видов спорта, и гребли на байдарках и каноэ, и гребного слалома запущен. Учредительная конференция новой федерации гимнастики прошла 1 октября. Объединила в себя 5 федераций. Президентом избран глава российских железных дорог Олег Валентинович Белозеров. Он включен вами, Владимир Владимирович, в состав Совета. Сегодня присутствует здесь. Также идет процесс интеграции спортивных федераций по водным видам спорта. В президенты федерации выдвинут Дмитрий Аркадьевич Мазепин. Он также сегодня здесь, в зале Совета. В мире все водные виды спорта, как известно, объединяет Международная федерация World Aquatics. И интеграция позволит сконцентрировать ресурсы и усилия в развитии детско-юношеского спорта и еще больше повысить массовость водных видов. Также началось объединение Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ с Федерацией гребного слалома, тоже по международным лекалам и стандартам. Объединение создает прочную основу для дальнейшего развития. Мы поддерживаем инициативы по объединению и в других видах спорта. По вашему поручению нами разработаны поправки в концепцию развития детско-юношеского спорта в России до 2030 года. Цель изменений – повысить доступность занятий физкультурой и спортом, в первую очередь для детей, исключить взимание взносов за участие в соревнованиях. Чтобы сконцентрировать ресурсы именно на массовых видах, нами определены те из них, которые не требуют дорогостоящей экипировки, инвентаря и инфраструктуры дополнительной. Это футбол, плавание, борьба, дзюдо, гимнастика. Всего 22 вида. На экспертном уровне мы определили. Также инициировано создание и проведение детско-юношеского соревнования «Победа», приуроченного к 80-летию победы в Великой Отечественной войне. Эти старты у нас пройдут в следующем году. Охватят все регионы, все населенные пункты, все возраста. Сроки будут определены по согласованию с федерациями по видам спорта. Финансирование этих соревнований «Победа» планируется за счет Российского спортивного фонда, который создается по вашему поручению и станет ключевым элементом дополнительной финансовой поддержки российских спортсменов и отрасли. Законопроект о Российском спортивном фонде уже разработан, направлен в правительство, готовится к внесению в Государственную Думу. Благодаря новому фонду помощь в виде целевых отчислений от азартных игр и других источников, в первую очередь благотворительных, будет направлена преимущественно на развитие детско-юношеского спорта, массового, олимпийцам, паралимпийцам. Часть средств может пойти на развитие инфраструктуры там, где есть необходимость.
Фонд планируется к наполнению прежде всего за счет средств от ставок на зарубежные спортивные события. Это порядка 85% от общих поступлений. Они будут справедливо и прозрачно распределяться наблюдательным советом по заявкам организаций, прошедшим конкурсный отбор по образу и подобию Российского научного фонда. Федерации и лиги продолжат получать напрямую от единого регулятора целевые отчисления от ставок внутрироссийских соревнований, организаторами которых они, собственно, и являются. Так мы будем мотивировать федерации и лиги повышать зрелищность и массовость. При этом дадим больше свободы, они смогут распределять денежные средства более свободно по своему усмотрению на развитие своих видов спорта. Также предлагается поэтапное увеличение размера целевых отчислений от азартных игр с 1 января 2026 года до 2,25% и с 1 января 2028 года до 2,5% от их выручки. Постепенно, не спеша. В соответствии с вашим майским указом определены национальные цели развития до 2036 года. Вами поставлена нам задача повышения уровня удовлетворенности людей условиями для занятий физкультурой и спортом. В работе по популяризации спортивного образа жизни зафиксированы положительные тенденции. Но, как вы сегодня сказали, это далеко не предел. Прежде всего, рост вовлеченности людей в занятия физкультурой и спортом фиксируется в регионах, где губернаторы активно включены в этот процесс. Но мы фиксируем в некоторых регионах вопросы сбоя в вертикали управления, над которыми сейчас активно работаем. Это взаимодействие Минспорта с региональными ведомствами. В июле этого года впервые за 7 лет мы собрали на семинар в Москве всех министров спорта регионов. Это их собственное признание. И считаем, что эту работу нужно усилить. Кроме того, дополнительно наделить Минспорт полномочиями по утверждению кандидатур региональных министров спорта и руководителей центров спортподготовки. Такие же сложности мы фиксируем и в некоммерческих организациях. Об этом Алексей Леонидович говорил. От федераций всероссийских к региональным и до местных нужно навести порядок. Предлагается это сделать. Будем совершенствовать процедуру государственной аккредитации спортивных федераций. Предлагается установить в продолжении темы статус местной спортивной федерации как структурного подразделения региональной и проводить оценку эффективности деятельности спортивных федераций, в том числе для совершенствования механизмов финансирования их работы. Для поддержки наставников Министерством разработана программа «Земский тренер» для привлечения квалифицированных кадров к работе в сельской местности. В некоторых регионах она работает. За это большое спасибо руководителям на местах. В рамках запроектированных нам лимитов в федеральном бюджете 2025 года мы можем ее запустить уже с 2025 года. Просим вас, Владимир Владимирович, нас поддержать. Важнейшая государственная задача реабилитации и профессиональной самореализации участников специальной военной операции при помощи средств и методов адаптивной физкультуры. Программа по вашему поручению работает вместе с Паралимпийским комитетом и Государственным фондом «Защитники Отечества». Весь год у нас шли региональные и окружные этапы соревнований на Кубок защитников Отечества. Финальное всероссийское соревнование состоится в Сириусе в середине ноября этого года. Также хочу доложить вам, что в исполнении вашего поручения законодательными поправками определено право выхода континентальной хоккейной лиги из-под юрисдикции Федерации хоккея России и Международной федерации хоккея на льду. Партнерское соглашение расторгнуто, все решения проходили под контролем нашего ведомства. При этом лига по-прежнему остается в системе российского хоккея, занимается продвижением этого прекрасного вида спорта.
Они смогут самостоятельно теперь утверждать регламенты, трансферы, деятельность агентов, а за нами остаются полномочия согласовывать и утверждать отдельные решения, календарь, лимит на легионеров и другие важные позиции. Дополнительно в Госдуме сейчас находится законопроект по изменениям в Трудовой кодекс, позволяющий лигам самостоятельно реализовывать свои новые полномочия применительно к трудовым правоотношениям спортсменов и тренеров. Его принятие планируется в осеннюю сессию. О приоритетных направлениях развития. Для достижения целей и стратегии развития физкультуры и спорта до 2030 года предлагается законодательно определить регулирование приоритетных направлений развития видов спорта, в первую очередь с точки зрения массовости, доступности. Это, конечно, затронет плавание, легкую атлетику, гимнастику, конькобежный спорт, лыжные гонки. Около 50 видов спорта. Об этом говорил тоже Алексей Леонидович в докладе. Критерии будут определены правительством Российской Федерации. Базовые виды спорта при этом развиваются в регионах с учетом сложившихся исторических традиций. Это больше региональный аспект. Губернаторы их поддерживают, дополнительные средства выделяют. Говорю, как бывший губернатор. А приоритетные направления развития видов позволят государству концентрировать ресурсы для развития уже нашей отрасли по видам. А наше ведомство, конечно, будет поддерживать всех остальных, и гарантии для них сохранятся. Здесь не надо переживать. В июле, Владимир Владимирович, вы поручили разработать комплексную госпрограмму. Работа идет. Планируем учитывать все источники финансирования, не только федеральный бюджет, но и региональные бюджеты для анализа и сравнения со стратегией развития, некоммерческий сектор, коммерческий сектор, по образу и подобию программы о национальном технологическом развитии НТР, 47-я госпрограмма. В соответствии с вашим поручением на базе ЦСКА сформированы 5 спортивных рот, предназначенных для обеспечения непрерывности подготовки спортсменов. Работа здесь налажена. После возвращения наших исторических регионов в состав России есть предложение сформировать еще одну роту штатной численностью не менее 80 единиц. До завершения специальной военной операции ее временно разместить в Москве на базе спортивного центра ЦСКА для ребят, которые занимаются спортом из наших исторических регионов Донбасса и Новороссии. Еще одна инициатива Минспорта направлена на сохранение исторической памяти, популяризацию спортивного наследия. У нас работает Государственный музей спорта. Площадей не хватает, артефактов очень много. Планируется создать дополнительную современную инфраструктуру для его размещения на территории министерства. У нас есть по этому поводу предложение. Реализация планируется за счет привлечения инвестиций. Просим здесь нас поддержать. Не бюджет. Вами, Владимир Владимирович, поставлена цель, чтобы к 2030 году 70% граждан систематически занимались физкультурой и спортом. Для ее достижения требуется укрепление вертикали управления, консолидация всех ресурсов и упорный труд всей нашей дружной команды. Позвольте от всей нашей отрасли вас поблагодарить, глубоко уважаемый Владимир Владимирович, за неизменную поддержку наших спортсменов, тренеров и всей отрасли в целом. Просьба поддержать наши предложения. Спасибо. Большое спасибо. Пожалуйста, Олег Валентинович Белозеров. Спасибо большое. Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые члены Совета, прежде всего хочу выразить благодарность за доверие, оказанное мне гимнастической общественностью нашей страны в избрании президентом Федерации гимнастики России, которая объединила спортивную, художественную гимнастику, прыжки на батуте, спортивную акробатику и аэробику.
Уникальность объединения в том, что в составе федерации сохраняются именно виды спорта, а не спортивные дисциплины, и таким образом обеспечивается сбережение уникальной истории, традиций, опыта каждого гимнастического вида спорта и кадровый потенциал, ведущие тренеры, специалисты, календарь спортивных мероприятий. Гимнастические виды спорта представлены во всех субъектах нашей страны. Всеми видами гимнастики занимаются 791 тысяча человек. Развитие гимнастики исторически имеет для нашей страны стратегическое значение, поскольку гимнастические упражнения составляют основу физической культуры, общей физической подготовки до призывной молодежи, военнослужащих, являются базовыми для занятий практически всеми видами спорта, а также в лечебной и адаптивной физкультуре. Ну и гимнастика способствует формированию гармоничного развития человека. В 2025 году мы отметим 140-ю годовщину проведения в России первых соревнований гимнастов. 16 декабря 1885 года Русское гимнастическое общество провело первые соревнования, в которых участвовали 11 человек. Созданное объединение позволит более активно обмениваться и передовым опытом, имеющимся в каждом из отдельных видов гимнастического спорта. Мы сможем сконцентрировать финансовые ресурсы, скоординировать работу и более эффективно использовать именно внебюджетные источники финансирования для повышения, прежде всего, уровня социальной защищенности и мотивации спортсменов, тренеров, специалистов, обучения, повышения уровня профессиональной подготовки, развития системы подготовки спортивного резерва по гимнастическим видам спорта. Скоординируем совместно с Министерством спорта, Министерством просвещения, Министерством цифрового развития, связи массовых коммуникаций работу по популяризации гимнастики в стране. Дальнейшее развитие получит календарь наших внутрироссийских соревнований. Будем и далее развивать форматы соревнований, таких как клубные, возможно, появление даже гимнастических лиг. Но краеугольными вопросами, как вы сказали, Владимир Владимирович, считаю повышение доступности для населения занятий гимнастическими видами спорта, для того, чтобы практически каждый желающий мог иметь возможность заниматься либо в платной, либо в бесплатной, именно сформировать такие условия, а также участвовать в соревнованиях. Также дополнительно уделим внимание независимости и объективности системы судейства. Будем просить более оперативно присваивать спортсменам заслуженные спортивные разряды и звания. И также, как уже было сказано, Федерация организует и будем продолжать более активно работу по реабилитации посредством гимнастических упражнений для ветеранов СВО. Нам есть на что опираться, у нас тоже есть свой опыт, накопленный российскими железными дорогами. В настоящее время более половины, 52% работников компании на регулярной основе занимаются физкультурой и спортом. У нас активно работает наше железнодорожное спортивное общество «Локомотив». На наших предприятиях за последние 4 года мы приняли специальную программу развития физкультурно-спортивных клубов. Открыты более 600 физкультурно-спортивных клубов, практически на наших предприятиях. Работники могут заниматься физкультурой, спортом бесплатно. В шаговой доступности от рабочего времени тоже создаем условия, дополнительно формируем выплаты до 20 тысяч рублей в год на одного работника, и 84 тысячи работников такую компенсацию получают. Профессиональные спортивные клубы «Локомотив» по футболу, хоккею, баскетболу, волейболу, регби, дзюдо работают над задачей подготовки резерва для сборных команд России, имеют
тоже уникальные компетенции. 74 спортсмена из клуба «Локомотив» входят в основные сборные команды страны. Мы постараемся весь накопленный опыт использовать, в том числе и в работе нашей федерации, ну и мы уже сегодня обсуждали, с другими федерациями тоже будем работать очень плотно. Новая структура федерации в настоящий момент у нас уже сформирована. Спасибо большое Министерству спорта России. Очень быстро проходим, готовим процедуры, прошли необходимые юридические действия. Самое главное, что мы не останавливаемся, работаем, не остановили ни один процесс. На уровне субъектов Российской Федерации будут продолжать работать отдельные федерации по гимнастическим видам спорта, которые поэтапно в течение 2025 года, мы считаем, вольются уже в Объединенную Федерацию гимнастики России. Ну и в заключение хотел бы поблагодарить руководителей федераций, которые вошли в Федерацию гимнастики России, за огромный объем работы, проделанной в течение многих лет, партнеров, поддерживающих гимнастические виды спорта. Это и Банк ВТБ, и Фосагро, и Газпром. Вместе мы приложим все усилия для сохранения российской гимнастикой статуса мирового лидера. Спасибо большое. Спасибо вам, удачи. Дмитрий Аркадьевич Анзипин, скажите несколько слов. Меня, правда, не готовили, уважаемый Владимирович, что я буду выступать. Спасибо большое за доверие. Вы в плавании разбираетесь хорошо, мы знаем. Спасибо большое за доверие. В презентации сказано, что плаванием занимается 2,7 миллиона человек. Это для России большой потенциал. Мы в Объединенной Федерации рассчитываем, что будет разыгрываться 48 олимпийских медалей. Для этого нам нужно развить детский спорт, любительский спорт и профессиональные команды. 4 федерации хорошо работают. Синхронное плавание, перед тем, как вы приехали, был очень хороший ролик, который говорит об искусстве этой федерации. Наверное, вот сегодня мне пришла мысль, что есть много разных шоу, ледовое шоу, где мы показываем наших фигуристов, но я думаю, что если бы были возможности организации организовать показательные выступления наших синхронистов, которые на протяжении 10 лет завоевывают только золотые медали, это было бы сильная популяризация такого вида спорта, как синхронное плавание. Я хотел бы поблагодарить Михаила Ильича Дегтярева за то, что он активно мне помогает при объединении. 31 октября будет конференция. Я надеюсь, что меня региональные организации поддержат в этой части. Мне понадобится месяца 3 для того, чтобы сформировать программу. Я доложу министру. Я думаю, что к следующим Олимпийским играм мы подготовимся и принесем, я надеюсь, по совокупности лидерства в тех комплектах медалей, на которые должна рассчитывать такая большая великая страна, как Российская Федерация. Спасибо за доклад. Спасибо большое. Благодарю вас. Пожалуйста, губернатор Тульской области Дмитрий Вячеславович Миляев. Спасибо, уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги. Комплексная госпрограмма призвана стать теперь базовым документом, который будет определять развитие физкультуры и спорта в стране на ближайшие годы. В свою очередь, комиссия Государственного совета по направлению физической культуры и спорт, безусловно, ознакомилась с проектом, проанализировала его и в целом поддерживает. Здесь, конечно, отдельные слова благодарности министерству за ту большую работу, которая была в этой части проделана, причем в постоянном таком контакте с членами комиссии Госсовета и субъектами Российской Федерации. Важно, что одним из приоритетных показателей программы в соответствии с вашим указом, Владимир Владимирович, от 7 мая 2024 года номер 309 становится теперь уровень удовлетворенности граждан условиями для занятий физической культурой и спортом. Он был предусмотрен раньше в рамках действующих документов, но теперь становится одним из самых
основополагающих. В этой связи полагаем целесообразным проанализировать действующую методику оценки данного показателя, при необходимости внести в нее коррективы с тем, чтобы получать исключительно объективные, достоверные, исчерпывающие сведения, которые могут стать потом основой для принятия новых эффективных управленческих решений, в том числе и в части возможных корректировок программы в последующий период, если в этом будет необходимость. Ну и в последующем, безусловно, предлагаем к оценке данного показателя подключать цифровые платформы с использованием уже имеющегося опыта и наработок Координационного центра правительства Российской Федерации, а также использовать для этого и возможности ситуационных центров в субъектах России. В проекте комплексной госпрограммы также учтен и новый показатель доли граждан трудоспособного возраста, которые систематически занимаются физической культурой и спортом. По данным государственной статистики, у нас на сегодняшний день порядка 85 миллионов человек трудоспособного населения. Поэтому, безусловно, работа с этой категорией граждан важна как для сохранения здоровья людей, увеличения продолжительности их жизни, так и, собственно, для обеспечения устойчивого экономического и социального развития России, укрепления суверенитета и в целом достижения поставленных национальных целей. Для этого, конечно, необходимо обеспечить все трудоспособное население условиями для занятия физической культурой и спортом, стимулировать развитие доступной инфраструктуры на местах. В этой связи, уважаемый Владимир Владимирович, очень своевременным было ваше решение по разработке программы развития корпоративного спорта. По сути, она должна стать частью комплексной госпрограммы с соответствующими показателями эффективности. А корпоративная или ведомственная инфраструктура, как говорили раньше, физкультуры и спорта, может стать существенным дополнением сети государственных и муниципальных учреждений. Уважаемый Владимир Владимирович, вы отметили необходимость создания во всех субъектах страны условий для занятия адаптивной физической культурой и спортом, в том числе для участников специальной военной операции. Этот вопрос крайне важен как для реабилитации и социализации участников СВО, так и для более чем 11 миллионов жителей страны, которые имеют инвалидность. Ну, по данным, опять же, статистики на последние даты. Такая работа, конечно, уже ведется активно Министерством спорта России, Фондом «Защитники Отечества», федерациями. Ведется она и в субъектах страны. Тем не менее, комиссия Госсовета полагает необходимым эту работу систематизировать, сделать ее более целенаправленной. Предлагаем определить конкретные мероприятия по развитию адаптивной физической культуры и спорта, включить их в госпрограмму в качестве отдельного направления. При необходимости предусмотреть соответствующее финансирование и ввести дополнительный показатель доли лиц с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья, занимающихся адаптивной физической культурой и спортом. По сути, это позволит нам оценить эффективность нашей работы с этой категорией граждан. Начать можно как раз с обобщения и анализа тех лучших региональных практик, которые сегодня есть по реабилитации, социализации участников специальной военной операции. Их действительно достаточно много, в каждом регионе такая работа ведется. И в последующем выработать единые подходы. Также стоит отметить, что необходимо выстраивать работу с действующими организациями, как коммерческими, так и некоммерческими, вовлекать частные спортивные организации в эту работу с данной категорией граждан, в том числе фитнес-центры, готовые выходить на социальный контракт по работе с людьми с ограниченными возможностями здоровья. Здесь одним из вариантов такого сотрудничества может стать, например, специальная программа по аналогии с федеральным проектом «Пушкинская карта». Здесь, конечно, вопрос потребует доработки, но комиссия Госсовета готова в ближайшее время рассмотреть его более детально и представить соответствующие предложения. Довольно остро стоит кадровый вопрос обеспеченности в сфере адаптивной физкультуры и спорта. Здесь объективно специалистов не хватает. На одного специалиста в сфере адаптивной физической культуры в среднем приходится более 470 человек с инвалидностью. Конечно, для решения проблемы нехватки специалистов надо увеличивать количество мест на профильных направлениях подготовки, использовать шире механизм целевого обучения. В свою очередь, комиссия Госсовета опять же рекомендует в план мероприятий госпрограммы включить переподготовку специалистов по направлению адаптивная физкультура и спорт. Ну и, соответственно, выработать меры поддержки для молодых специалистов, гранты, стипендии, какие-то другие вещи, которые им порекомендуют коллеги. Это может привлечь больше людей в профессию и удержать их в ней. Уважаемый Владимир Владимирович, прошу поддержать выдвинутые комиссией предложения. С учетом вышеизложенного предлагаю следующее заседание Совета посвятить вопросу развития адаптивной физической культуры и спорта. В свою очередь, комиссия готова обеспечить соответствующую подготовку с профильными ведомствами по предлагаемой теме. Благодарю за внимание. Спасибо большое. Дюков, пожалуйста, Александр Валерьевич.
президент Российского футбольного союза и по совместительству председатель правления ПАО «Газпромнефть». Спасибо, уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые участники заседания. Я являлся руководителем подгруппы, рабочей группы, которая отвечала за подготовку раздела доклада, посвященной роли общероссийским спортивным федерациям в развитии физкультуры и спорта. Безусловно, приоритетной задачей для всех государственных организаций, для всех спортивных федераций, как сказали, Владимир Владимирович, должно являться активное участие спортивных федераций в работе по достижению национальных целей и, конечно, в реализации стратегии развития физкультуры и спорта до 30 года. При этом, конечно, успешность работы спортивных федераций совместно с другими субъектами спорта по реализации этой стратегии развития спорта будет зависеть в том числе и от того, насколько эффективной будет система управления спортом, от того, насколько оптимально будет распределение ролей, функций, полномочий и ответственности между субъектами спорта, насколько скоординированной и слаженной наша будет совместная работа Министерства спорта, региональных органов исполнительной власти, которые отвечают за развитие спорта в регионах, общероссийских спортивных федераций, региональных лиг, клубов. В этой связи я хочу сказать, что реализация предложений, которые были выработаны в процессе подготовки доклада рабочей группы, администрации президента, правительства, Минспорта, безусловно, позволит повысить эффективность системы управления физкультурой и спортом в нашей стране. Какие это предложения и что хотелось бы выделить отдельно. Первое – это реализация предложений, которые направлены на повышение консолидации, централизации системы управления спортом, больше интеграции субъектов спорта и повышение координации их деятельности. Правительством Российской Федерации принята стратегия развития физкультуры и спорта до 30 года, но сейчас, по сути, за достижение целевых показателей этой стратегии отвечает исключительно Министерство спорта. В нашей стране действует 147 общероссийских спортивных федераций, видов спорта еще больше. И, конечно, было бы правильно часть вот этой ответственности, в том числе делегировать спортивным федерациям. Нужна декомпозиция, то, о чем уже говорилось сегодня, вот этих национальных целей и целевых показателей национальной стратегии развития физкультуры и спорта на общероссийские спортивные федерации, на регионы. И далее эти целевые показатели уже нужно каскадировать и на региональные спортивные федерации, и местные спортивные федерации, которые должны быть структурными подразделениями региональных спортивных федераций. Также нужна регулярная оценка эффективности деятельности спортивных федераций, того, насколько федерации успешны в достижении целевых показателей, и, соответственно, размер помощи и размер ресурсов, которые спортивная федерация получает от государства, должны зависеть от эффективности работы спортивной федерации. Но, конечно, такая оценка эффективности должна делаться с учетом особенностей каждого вида спорта. Второе, в продолжение вот этой работы по усилению и повышению централизации управления спортом, улучшению координации действий субъектов спорта, помимо ответственности за достижение целевых показателей, спортивные федерации также должны иметь и соответствующие полномочия, такие как, например, право участвовать в разработке и согласовании программ развития своего вида спорта уже непосредственно в регионах вместе с РАИВами, которые отвечают за развитие спорта в регионах, вместе с региональными спортивными федерациями. В том числе спортивные федерации, по мнению рабочей группы, должны иметь право участвовать в механизме предварительного согласования или хотя бы получать уведомления о тех решениях, которые принимает Минспорта или региональные органы исполнительной власти о строительстве объектов спортивной инфраструктуры. Это позволит обеспечить соответствие таких объектов нормативным документам спортивных федераций, а именно программам развития вида спорта, а также техническим документам спортивных федераций, а это, в свою очередь, будет способствовать повышению обеспеченности занимающихся граждан именно качественными спортивными инфраструктурными объектами. Также является целесообразным наделить общероссийские спортивные федерации правом по осуществлению общественного контроля за качеством деятельности организаций, которые оказывают услуги в области физической культуры и спорта. Это будет также способствовать повышению уровня удовлетворенности граждан занятиями спорта. Формат общественного контроля положительным образом зарекомендовал себя в других смежных для спорта областях,
к примеру, в области культуры и здравоохранения. Третье, хотел бы также выделить предложения, которые сегодня прозвучали. Это предложение, о котором сказал Михаил Владимирович. Это предложение по приоритизации видов спорта. Приоритизация поможет повысить эффективность государственных и частных вложений в физкультуру и спорт, сфокусировать усилия государства и спортивных федераций прежде всего на массовом вовлечении граждан в занятия физическо-культурным спортом, а также обеспечить высокий уровень удовлетворенности граждан занятиями спортом. Ну и четвертое, конечно, для эффективного управления развитием, в том числе физкультуры и спорта, нужна современная система учета, и мы поддерживаем решение по дальнейшему развитию системы учета субъектов спорта, граждан, занимающихся спортом, и объектов спортивной структуры, в которую целесообразно дополнить сведениями, которые уже содержатся в информационных системах многих спортивных федераций. Завершая выступление, хочу сказать, что Российский футбольный союз готов принять активное участие в детальной проработке данных предложений и их реализации. Спасибо. Спасибо. Саша, что-то я не понял по поводу приоритизации видов спорта. Что-то более важным может быть, а что-то менее важным? Ну, это то предложение, о котором сказал Михаил Владимирович. Все, безусловно, виды спорта важны, но если говорить о ресурсах, то ресурсы, они всегда ограничены. Поэтому предложение какое? Выделять прежде всего финансирование, направлять ресурсы на те виды спорта, которые дают максимальный эффект в достижении национальных целей и в реализации стратегии развития физкультуры и спорта. Соответственно, чтобы на рубль вложений мы получали большую массовость и большую удовлетворенность, соответственно, гражданами возможностью заниматься физкультурой и спортом. Я, пожалуйста, Михаил. Глубоко уважаемый Владимир Владимирович, это немножко другими словами Александр Валерьевич сказал. Но я говорил о направлениях приоритетных развития спорта. У нас так в стратегии зафиксировано. И до сих пор не определены ни критерии, ни приоритетные направления развития. Поэтому с точки зрения массовости, вклада в детско-юношеский спорт каждого вида, такие критерии и направления есть предложение действительно закрепить. Но, наверное, без введения такого понятия, как приоритетный и неприоритетный. Ладно. Хорошо, подумать надо внимательно. Здесь ошибок нельзя допустить. Да, пожалуйста, Дмитрий Николаевич. Спасибо, уважаемый Владимир Владимирович. Но по поводу видов спорта слово «приоритетный» действительно не звучало, потому что это виды, которые внесут наибольший комплексный вклад в достижение национальных целей, о которых вы сказали. А я буквально сакцентирую на том, что было сказано. Огромная была работа сделана. Большое спасибо администрации президента. На их площадке мы все объединились и проработали тщательно все предложения, которые прозвучали, и в проект протокола они легли. Но очень часто сейчас звучало слово «консолидация усилий». И здесь я хотел бы вас поблагодарить за решение о создании комплексной государственной программы развития физической культуры и спорта. Это впервые в истории, когда действительно будут объединены все мероприятия всех уровней власти и еще и бизнеса. И сейчас правительство по вашему поручению уже все необходимые нормативные акты подготовило. Все основные направления обсудили с субъектами, с спортивным сообществом и с бизнесом нашим крупным, который поддержку оказывает, как вот РЖД, Роснефть. И эта комплексная программа дополнится еще и мероприятиями по инвентаризации тотальной всей спортивной инфраструктуры, ее ремонту, оснащению, созданию некапитальных сооружений. И управлять этой госпрограммой будет правительственная комиссия по развитию физической культуры и спорта. При комиссии будет создан экспертный совет для проработки всех важнейших решений. Туда войдут самые авторитетные эксперты. И Минспорта, и создаваемый по вашему поручению Российский спортивный фонд обеспечат фактическую реализацию уже всех мероприятий. Мы увеличиваем консолидированные расходы на спорт. Если в 2022 году это было порядка 670 миллиардов рублей, то в 2023 году это уже 844 миллиарда. И как раз вот их эффективное администрирование, это еще без корпоративных денег подсчитано. Это будет залог как раз кардинального повышения эффективности, а для этого
нам необходима полнота данных, на которых будут приниматься административные решения, для того, чтобы эффективное распределение внутри отрасли было не по наитию, а на основе четких критериев, нормативов и осознанно. Я прошу вашего поручения по предоставлению данных о таком внебюджетном финансировании, до которого мы просто раньше не дотягивались, госкорпорациями, государственными публичными правовыми компаниями, хозяйственными обществами, а также субъектами Российской Федерации в части внебюджета. То есть бюджетные деньги мы видим, а вот внебюджетные как раз нужно увидеть для того, чтобы мы получили полную картину и сформировали системный взгляд на планируемые в стране мероприятия в соответствии с теми стратегическими целями, которые вы нам дали. Второе, сегодня прозвучавшие предложения по совершенствованию системы управления спортом, о них говорил и Михаил Дегтярев, и Алексей Текслер, они тщательно обсуждены, проработаны, взвешены, и правительственная комиссия будет координировать также и федеральные, и региональные органы власти, спортивные федерации. И для выполнения вот этой нашей ключевой задачи, а сейчас оставшиеся проценты до 70, они, наверное, самые сложно достижимые, для того, чтобы граждане регулярно занимались спортом. И самое главное, обеспечить доступность для всех возрастов, особенно для тех, кто не может себе позволить платить целевое финансирование. Это будет серьезное изменение в работе, как вы нам поручили, мы к этому готовы. И, Владимир Владимирович, работа Минспорта совместно с федерациями по их оптимизации, объединению, повышению их эффективности, прозрачности их работы будет обязательно продолжено. Я благодарю новых руководителей федерации и тех, кто сейчас выдвигается на избрание, за их, опять же, тоже вдумчивый, неравнодушный системный подход. Мы считаем, что в текущих условиях централизация, консолидация усилий – это залог эффективного развития спорта высших достижений. И третье, наконец, отдельное внимание правительства уделяет вовлечению в спортивные занятия, соревнования граждан наших новых регионов и участников специальной военной операции. Сейчас наш российский народ защищает будущее нашей Родины, ее детей. И это как никогда сплотило всю страну вокруг нашего лидера. И, Владимир Владимирович, вы нам давали указания, что власти должны работать постоянно напряженно, как бойцы на передовой СВО. И, конечно, система спорта не останется в стороне. Каждая лига, федерация, региональный клуб, тренер, спортсмен должны целиком себя отдавать ради суверенитета нашей страны, ее величия. И хочу здесь тоже отметить большую роль, которую нам оказывает Фонд «Защитники Отечества». Спасибо за внимание. Доклад окончен. Спасибо. Так, уважаемые коллеги, кто хотел бы что-то добавить? Прошу вас. Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые члены Совета, я бы хотел подчеркнуть такую мысль, что любая звезда порождает массовость. Это результат порождает массовость. Любая звезда, на него идут люди заниматься спортом. И с другой стороны, массовость неминуемо рождает новую звезду. Вот эту цепочку нельзя разорвать. И, наверное, есть одна проблемка – это возрастная группа до 21 года. Потому что молодежь, которая после всех запретов международных организаций выйдет на старты, она должна побеждать. Для нее тоже надо создать условия такие жестокие, жесткие для совершенствования спортивного мастерства. Но я не как похвальба, но как пример могу привести и поблагодарить Владимира Владимировича за возможность участия в международных спортивных соревнованиях, то, что было возможно с учетом Олимпийских игр. Но в этом году теннисистами 988 теннисистов играло в 99 странах мира и выиграло 571 международный турнир. Это тоже имиджевая составляющая России. И ее как-то надо тоже предусматривать в программе, потому что наиболее потери у нас будут здесь в силу того, что мы не имеем соревновательных программ высокого уровня, а только за счет соревнований растет молодежь. И мы не должны выйти с провалом на международную арену. И мне казалось бы, что сейчас наступил новый этап в развитии спорта, и, наверное, наступило время консолидировать усилия в руководстве спортивной деятельностью. И я думаю, что назрел вопрос о необходимости рассмотрения возможности, чтобы наш министр спорта Дегтярев Михаил Владимирович
выдвинул свою кандидатуру на пост президента Национального олимпийского комитета. Это даст возможность для развития оптимизации в решении всех задач, которые вы поставили перед нами. Их очень много, и, наверное, спортивная власть в одних руках, она поможет эффективнее работать и созидать на благо нашей Родины. Спасибо. Спасибо большое, Шамиль Анварович. Ну, то, что теннисисты выступают на самом высоком уровне и действительно радуют российских болельщиков, подтверждают высокий класс российской школы тенниса. Это очевидно. И в этом, сейчас, одну секундочку, в этом, безусловно, и ваша заслуга, так что я хочу вас поблагодарить. Предложение действительно заслуживает самого внимательного рассмотрения. Надо подумать. Вы правы. Наверное, в современных условиях, может быть, это и оправдано. Да. Пожалуйста, прошу вас. Уважаемый Владимир Владимирович, члены Совета, наш президент Олимпийского комитета подал в отставку. Я должен сказать, что он добросовестно выполнял свой долг и заслуживает слов благодарности. Однако сложившаяся ситуация, я так думаю, заставляет его, так сказать, уступить место, что ли, новым людям и с новыми возможностями. Я поддерживаю тоже кандидатуру нашего министра, потому что в сложившейся ситуации будет очень важно, я уверен, что собрание окажет ему доверие, очень важно, чтобы руководителям Олимпийского комитета, особенно тем, которые вновь приходят у нас в марте месяце, с ними имел дело, разговаривал не просто президент, руководитель общественной организации, но и министр, член правительства, и они бы понимали, кто с ними общается и кто высказывает точку зрения. Поэтому усиление вот этих позиций поможет нам, так сказать, вот в общении и решении тех задач, тех вопросов, которые вы перед нами ставите. Спасибо. Спасибо большое, Виталий Георгиевич. Вы человек очень опытный, да, и до сих пор являетесь почетным президентом Олимпийского комитета России, почетным членом Международного олимпийского комитета. В Советском Союзе это как выстраивалась эта работа между административными органами и Национальным олимпийским комитетом? Меня задать? Ну, мы, конечно, должны обязательно сохранять автономность Олимпийского комитета. В советское время Олимпийский комитет существовал на бумаге. Это была комната выделенная, вообще указания товарищ Сталин давал по поводу создания Олимпийского комитета в 1951 году. В 1952 году мы участвовали в Олимпийских играх. Решение правительства было такое: рекомендовать заместителям председателя Олимпийского комитета выделить комнату и 2 штатные единицы. Вот в таком виде он существовал 40 лет. И только в 90-м году было принято решение правительства СССР на излете, которым было записано вывести Олимпийский комитет из состава Государственного комитета по спорту. Тогда был создан, был закон соответствующий, мы получили здание, получили землю под это здание, и Олимпийский комитет стал осуществлять свою программу, свою деятельность, так сказать, вот на этой основе. Поэтому, конечно, я думаю, что здесь совершенно понятно, Олимпийский комитет должен продолжать делать ту работу, осуществлять ту работу в стране, которую он выполняет. Спасибо большое. Так, коллеги, какие-то... Можно, Владимир Владимирович? ФМБА. Да, пожалуйста, прошу. Спасибо большое. Мы хотели бы поддержать предложение по повестке, по тематике следующего совещания нашего Совета по развитию адаптивных видов физкультуры и спорта. И считаем, что это и своевременная, и чрезвычайно важная тематика. ФМБА с 2009 года обеспечивает медико-биологическое сопровождение спортсменов всех наших сборных команд Российской Федерации, включая паралимпийские.
Но в настоящее время важнейшим направлением нашей работы является участие в комфортном возвращении к благополучной гражданской жизни, полноценной участников и ветеранов специальной военной операции с помощью сочетания медицинской реабилитации, психологической адаптации и социализации, в том числе с активным привлечением к занятиям физической активностью, спортом, включая адаптивные виды и паралимпизм. С 2022 года сотрудниками агентства оказана медицинская помощь более 84 тысячам участников и ветеранов СВО, и работает мощная система комплексной реабилитации на базе 69 наших медицинских организаций. Разработаны специальные программы реабилитационные, учитывающие особенности военных травм и повреждений. И с 2023 года совместно с Государственным фондом «Защитники Отечества» и с Министерством промышленности и торговли мы встроили индивидуальное протезирование потерянных конечностей в непрерывный цикл реабилитации, фактически создав полный цикл реабилитации у постели больного, что оказалось очень эффективным и комфортным для пациента. Вот длительная возможность работы с ветеранами СВО, находящимися на реабилитации, позволила нам совместно с Паралимпийским комитетом, Фондом «Защитники Отечества», с другими некоммерческими спортивными организациями начинать активное привлечение к адаптивным видам спорта еще в процессе собой реабилитации. И разработаны особые комплексы упражнений для укрепления разных мышечных групп с учетом утраты конечности и специальные программы по психологическому, когнитивному, психоэмоциональному тренингу в случаях, когда развивается посттравматический стрессовый синдром, то специальные программы коррекции психолого-психотерапевтической. В целях помощи участникам СВО мы в прошлом году создали специальный референс-центр медико-психологического сопровождения, и он оказывает не только экстренную психологическую помощь, но и длительное сопровождение тех, кому нужна психологическая поддержка, и даже членам их семей. За 1,5 года более 1500 проведено консультаций и занятий, и за эти же годы мы подготовили 92 высококвалифицированных специалиста, которые сейчас, 62 из них работают по договору в госпиталях Министерства обороны, более 20 в фонде «Защитники Отечества», и по запросам фонда наши специалисты выезжают в региональные подразделения фонда, там, где их компетенции наиболее важны. Фактически сейчас создан большой арсенал различных видеороликов, методических материалов, специальных спортивных приспособлений для более комфортного адаптации к спорту у недавно инвалидизированных, прежде всего, это ветераны специальной военной операции. Все эти средства были уже сейчас апробированы в рамках проводимых соревнований, прежде всего Кубок защитников Отечества, который проходил по всем федеральным округам, также вызов чемпиона. И специалисты агентства не просто восстанавливали, реабилитировали спортсменов, но и проводили для них мастер-классы для того, чтобы выработать навыки работы с этими средствами и специальными программами физической реабилитации. По вашему поручению, Владимир Владимирович, мы в 2022-2023 году открыли 2 центра реабилитации и восстановительного лечения спортсменов в Подмосковье АК и в Калининграде, в Кисловодске «Орион». И в этих центрах созданы замечательные условия с учетом безбарьерной среды для не только восстановительного лечения и реабилитации, но продолжения тренировок и
повышения физического потенциала под медицинским наблюдением. Данные центры уже сейчас принимают и паралимпийские команды, и ветеранов СВО, включенных в составы, соответственно, спортивных команд. Вот, опыт, который мы накопили за 2 года последних, еще раз подтверждает, что спорт и физическая активность носят огромный вклад не только в восстановление физического и психического здоровья, но в формирование ощущений социального благополучия и в формирование личностных целей развития у людей. И вот, собственно, весь опыт, который мы накопили, на наш взгляд, может являться интересным и позитивным для разных регионов страны, и мы будем очень рады им поделиться и представить все наши наработки, и методические, и профессиональные, в любых удобных форматах. Спасибо большое. Спасибо. Благодарю вас. Там я видел руку поднятую. Пожалуйста, прошу вас. Спасибо, Владимир Владимирович, уважаемые коллеги, Совет. Я хотел бы сказать, вот мы много говорим о внутреннем развитии. Конечно, хотелось бы, чтобы в рамках Совета все-таки как-то поставить, не знаю, вопрос о том, чтобы все руководители федерации занимались еще международкой. Потому что одному, на самом деле, тяжело. Вот сегодня в боксе у нас нету везде флаг, гимн выступает, и в профессиональном боксе отстояли. Даже спортсмены все единогласно сказали, что мы все снимемся ассоциациям профессиональным, если вы будете запрещать нам гимн. Такую позицию мы выработали. И сегодня все профессиональные организации также включили и флаг, и гимн, везде выступают спортсмены. И хотелось бы, конечно, каждый, кто приходит возглавлять федерацию, и кто возглавляет, чтобы в этом направлении большую работу проводили, потому что если мы будем все едины в этом направлении, вот, и не смогут нам включать, что ехать без флага или без гимна, условия диктовать, так как Россия – это сверхдержава спортивная. И сегодня просто, когда едут люди без флага и гимна, мне тоже чуть непонятно, кто-то жизнь отдает за флаг, гимн, а кто-то едет без флага и гимна выступать. Должна быть позиция, все-таки у нас какая-то вот внутренняя, жесткая, у руководителей федерации, которые несут ответственность. Нас же Минспорт аккредитовал, государство дало доверие нам, и это доверие мы должны оправдать, и на международной арене мы должны отстаивать флаг и гимн. Например, взять эту Олимпиаду, боксеры, не я это сделал, а сами боксеры стали сказать, что мы без флага и гимна не поедем. Еще за год до Олимпиады показали свою позицию. И также хотелось бы, чтобы мои коллеги, другие виды спорта также относились, потому что это на самом деле большая проблема у нас, когда мы начинаем говорить, да пусть сейчас время такое, пусть все ездят. А когда все будет хорошо, оно и без нас будет хорошо. А когда время такое, вот в это время и надо показывать свою позицию. Честь страны, когда мы должны защищать и отстаивать. Я почему это говорю? Потому что сегодня один вид спорта, только бокс, это демонстрирует. Мне сейчас еще федерация присоединяется к этому. И хотелось бы, Владимир Владимирович, можно в рамках Совета, может, как-то поставить какую-то задачу о работе на международной арене руководителям федерации, либо Минспорт, чтобы курировал это. Чтобы отчетность была среди федераций, какую работу они проводят на международной арене. Когда нас будет много, естественно, не смогут нам никакие правила диктовать, и мы будем под своим флагом и гимном выступать везде. Спасибо большое. Да, Умар Назарович, у вас это действительно неплохо получается. Это пример хороший. Вы поделитесь с коллегами, как это делаете. Не просто в современных условиях. У вас действительно получается. Надо будет ваш опыт иметь в виду, безусловно, согласен. Просто одному тяжело, одной федерации это делать. Вот сегодня даже здесь Совет Федерации, вот мы здесь сидим, там бокс идет. Например, Муслим наш Гаджимагомедов сейчас боксирует с немцем. Они все приезжают, мы международные туры в России проводим, нет никаких проблем. Я Просто знаю, да. Я же сказал, Спасибо. у вас получается. Да, Виталий Георгиевич, пожалуйста. Пожалуйста, Виталий Георгиевич.
Уважаемый Владимир Владимирович, члены Совета, 2,5 года тому назад вы вручали награды олимпийцам. Мне посчастливилось присутствовать на этом торжественном мероприятии, событии. Я тогда докладывал вам о том, что исполнилось 70 лет после нашего дебюта на Олимпийских играх в Хельсинки. И о той команде, которая там была, уникальной команде. Команда, которая состояла из фронтовиков, многие со следами ранений. 2 олимпийских чемпиона, борец и гимнаст, были узниками концлагерей. Вы тогда сказали о том, что нам надо беречь вот этот опыт, по крупицам его собирать. Мы его восприняли как указание к действию. И на протяжении года небольшая группа за очень скромные средства вот провела большую работу. Просмотрено огромное количество документальных материалов. Короче говоря, сделано 73 интервью ведущих наших чемпионов, спортсменов, тренеров, спортивных руководителей и так далее. Короче говоря, вышел сериал, 12 частей, 12 серий по 50 минут, в которых вот вся эта история по последний самый, так сказать, период отражена. Там есть, кстати, и главы, посвященные Московской и Сочинской Олимпиаде. Есть очень интересный материал вашего выступления перед членами Международного комитета в Гватемале, где вы, так сказать, очень убедительно, очень ярко выступили и склонили в чашу весов в нашу пользу. Я хочу доложить об этом. У нас есть проспект, и он доступен на премьер-канале. Любой может бесплатно посмотреть. 12 частей по 50 минут. И второй вопрос. Мы давно уже говорим о том, что у нас есть музей, у нас есть выставки, у нас даже есть павильон на ВДНХ, посвященный спорту, но центра, который бы рассказывал не только о советском и дореволюционном даже опыте, проследить всю историю нашей страны и нашего участия в международном спортивном движении, а также, самое главное, подчеркнуть внимание и заботу, которая уделялась и которая особенно сейчас уделяется, вот как это видно было из сегодняшних материалов, развитию физической культуры и спорта. Вот такого музея у нас нет. Значит, есть у нас план, мы общались с Чернышенко Дмитрием Николаевичем, с министром нашим Дегтяревым Михаилом Владимировичем. Есть видение, как вот этот музей план создать. Значит, предлагается это сделать на земле, где находится наше министерство. Это старинная усадьба, это близко от Садового кольца, Курского вокзала, есть подъездные пути. Вот сейчас мы эту работу начинаем и хотели бы просто, так сказать, заручиться вашей поддержкой в этом интересном деле. Спасибо большое. Хорошо, давайте это отметим в сегодняшнем решении. Так, можно еще? Да, прошу вас, Олег Васильевич. Спасибо, Владимир Владимирович, уважаемые коллеги. Безусловно, система управления спорта требует актуализации в соответствии с теми тенденциями, которые есть сейчас в нашей стране, и с учетом того состояния мирового спорта, где Россия всегда была и остается, конечно же, центром многополярного спортивного мира. Соответствующие поручения вы сегодня дали, Владимир Владимирович. И, конечно, задачи поставлены, но я хочу подчеркнуть, что успешное решение каждой задачи предполагает, об этом сегодня тоже практически все выступающие говорили, серьезных, не косметических изменений законодательства и разработки подзаконной базы, которая, в свою очередь, по нашему мнению, должна проходить очень серьезную профессиональную комплексную экспертизу для того, чтобы минимизировать риски потом в дальнейшем при реализации законов и подзаконных актов. По регламенту Государственной Думы мы на площадке Комитета по физической культуре и спорту сформировали сейчас экспертный совет и хотели бы, чтобы все новые, особенно новые творческие инициативы, проекты проходили там экспертизу, так называемое нулевое чтение. Данное предложение согласовано с председателем Государственной Думы Вячеславом Викторовичем Володиным. Прошу поддержать. Хорошо, спасибо. Так, Михаил Владимирович, как вы относитесь к предложению Шамиля Анваровича? Глубоко уважаемый Владимир Владимирович, начну с нынешнего президента Олимпийского комитета Станислав Алексеевич Поздняков, великий спортсмен, чемпион,
Мы его очень уважаем. Очень в тяжелое время ему выпала доля руководить Олимпийским комитетом. И я хочу выразить ему свое уважение от всей спортивной общественности. Предложение Шамиля Анверовича рассматриваю серьезно. С точки зрения Олимпийской хартии, она позволяет Национальному олимпийскому комитету на Олимпийском собрании избрать представителя публичной власти. По российскому законодательству, как чиновник вашей президентской номенклатуры, для того, чтобы выдвинуться на выборах, я должен попросить разрешения. Поэтому, если вы разрешите, готов выдвинуться. Если дальше смотреть, то, конечно, я полностью разделяю то, что сказал Виталий Георгиевич об автономности Олимпийского комитета. Она должна быть сохранена в любом случае. И так, как при Иосифе Виссарионовиче Сталине, конечно, делать не стоит и не будем, наверное. Владимир Ильич, если вы разрешите. Да, хорошо. В целом, ну, я сейчас скажу, как я к этому отношусь. Я в целом поддерживаю. Ну, в завершении, я так понимаю, что мы завершаем нашу работу. Вот что хотел бы сказать. Нам нужно, безусловно, еще раз обратить внимание на неоправданную избыточную коммерциализацию массового спорта. Прежде всего массового спорта. Всякие там стартовые взносы, сборы на поощрение победителей и судей и так далее, и другие поборы должны быть отменены. Да, это возможно, если идут какие-то клубные соревнования и так далее и тому подобное. Но если соревнования идут в рамках плана, основного плана, да, единый календарный план, где спортсмены, прежде всего молодые спортсмены, выполняют спортивные разряды, здесь не должно быть никаких сборов и поборов. Здесь все должно быть бесплатно и обеспечено государством. Повторяю еще раз, это не будет слишком тяжелым бременем для государства, потому что если правильно выбирать приоритеты, денег будет достаточно. Вот на это хотел бы обратить внимание. Теперь, что касается того, как это делать со стороны Минспорта. Если действительно у нас министр спорта возглавит и Национальный олимпийский комитет, то тогда у него, у министра и у президента Национального олимпийского комитета в одном лице будет больше возможностей и полномочий общаться и с регионами, регулировать работу в регионах и работать более плотно с федерациями. Поэтому я и считаю возможным это предложение Шамиля Анверовича поддержать. Но в то же время мы должны, безусловно, прислушаться к тому, что было сказано и Смирновым Виталием Георгиевичем. Он человек очень опытный, много-много лет проработал в различных структурах национального вида, национальных спортивных организаций и международных, в том числе в МОКе. Национальный олимпийский комитет должен без всякого сомнения сохранить автономность и независимость и иметь возможность противодействовать любым теоретически возможным давлением со стороны. Кроме того, президент Национального олимпийского комитета должен руководствоваться, безусловно, Олимпийской хартией и подчиняться в этом отношении только Олимпийскому собранию. Я попрошу коллег и в администрации президента, да и в самом министерстве посмотреть еще раз на эту составляющую, посоветоваться со специалистами в сфере спортивного права, с юристами, и если есть необходимость, то закрепить эти положения в соответствующих нормативных документах. И конечно, хочу поблагодарить Станислава Алексеевича за ту работу, которая была им проделана в качестве президента
Национального олимпийского комитета. Действительно, Станислав Алексеевич, на вашу долю выпали непростые испытания и пандемия коронавирусной инфекции, и связанные с этим ограничения, и перенос Олимпийских игр, и потом несправедливые и, считаю, незаконные решения по ограничению участия российских спортсменов в различных международных соревнованиях. Вы все это прошли, справились с этим, с теми задачами, которые возникали в этой связи, и уверен, что ваш огромный опыт и как выдающегося спортсмена, как наставника, руководителя будет и должен быть использован в будущем на благо развития российского спорта. Вам спасибо большое. Да, прошу вас. Спасибо большое, Владимир Владимирович. В первую очередь хотел вас поблагодарить за столь высокую оценку моего скромного вклада в развитие олимпийского движения в нашей стране. Но самое важное для меня, я считаю, поблагодарить вас за ту перманентное внимание и серьезную поддержку Олимпийского комитета России на протяжении всех 8 лет, которые я в разных должностях находился в Олимпийском комитете России. И, безусловно, за эти годы работы мы во главу угла ставили особое внимание нашим главным ценностям, это нашим спортсменам. И я очень надеюсь, что новое руководство Олимпийского комитета России будет приверживаться не только Олимпийской хартии, но и того желания, чтобы спортсмены всегда были корнем и сутью олимпийского движения, как это всегда было. Спасибо большое. Благодарю вас. Всем большое спасибо. Надеюсь, что то, что мы сегодня обсуждали, это непроходящие вещи, это все очень важно. И очень рассчитываю на нашу совместную с вами работу в ближайшей и среднесрочной перспективе. Спасибо большое. Благодарю вас.